Почему другие не записались выступать? Да, может быть, даже и не знают, где это находится, Бахрейн. И это естественно. 200 государств, маленькая это, на карте точка с цифрой, потому что название не вписывается. И многие государства, мелкие, внизу политической карты уже расшифровываются ее названия. Или наоборот, в Эстонии выпустили глобус и Россию не указывают. Огромное пространство на восток от Эстонии, ничего нет. Видите, маленькая Эстония, которую цифры указывают на мировых картах, она решила огромную Россию вообще не указывать. Вот здесь Министерство экономического развития в себя вобрало функции Министерства внешней торговли. В свое время у нас было мощнейшее Министерство внешней торговли. В Америке оно существует и сегодня. У нас вот резкие колебания, это нам мешает. То была жесткая монополия, и без Минвнешторга ничего нельзя было сделать. Плюсы были. Деньги в массовом количестве за рубеж не уходили. Наши торгпреды на последнем этапе советской власти научились зарабатывать то, что за наши с вами деньги закупали более худшее оборудование. Прямого криминала нет, но есть более современное оборудование, они покупали похуже. И за это получали небольшие подарки. Вот. Сегодня мы убрали эту монополию. Но кое-где торгпредство есть. Я считаю, что Минэкономразвития должны восстановить везде. Пусть параллельно работают. И посмотреть, кто больше привлечет средств в Россию. Наш торгпред от имени государства или частный бизнес. Я вас уверяю, торгпред больше заработает. И больше, так сказать, совершит нужных нам сделок. Потому что частный капитал пока работает больше на себя. И здесь еще нужно осторожность проявлять. Вот мы очень много заключили соглашений, очень много построили за рубежом. У нас был отдельный госкомитет по внешнеэкономическим связям. Сейчас нет такого. Кто строит объекты все промышленные за рубежом? Опять никто от государства не регулирует. Один представитель левой фракции гордо заявил, сколько мы построили в Китае. Так теперь Китай нам конкурент, надо же все взвешивать. Вроде правильно, мы даем, мы строим, мы даем кредиты, нам что-то дают. Но конечный-то итог надо смотреть. Египту мы сколько помогали? Мы ему строим плотины, заводы. В это время в Каирском университете готовят для нас боевиков, для Чечни, для Кавказа. Что нельзя было это уравновесить? Мы вам построим такой-то объект, но вы закроете эти кафедры и факультеты вашего Каирского университета. Значит, должна быть какая-то политическая составляющая у Министерства экономического развития. Все, что вы вложили в какую-то страну, вот прям самолет там упал. Это все неправильная политика в отношении Египта. Бахрейн, конечно, маленькое государство, но такое же маленькое Катар, сколько нам вреда наносит. Ибо это он все финансирует. Все антироссийские акции на Ближнем Востоке финансирует Катар. Такой же, как Бахрейн. Маленький такой вот арабский эмират. Но надо, чтобы это в Минэкономразвитии было больше востоковедов. Я не уверен, что у вас в штате министерства есть хотя бы один востоковед. А основная торговля могла бы идти на юг. Мы уже в ЛДПР много лет говорим. Основное направление наших связей на юг. Европа сохраняет все, что можно. Там современные технологии, что-то, может быть, Америка, Китай, Япония. Но наиболее благоприятное направление – это юг. Это доказывает нынешнее международное положение. Где наши летчики сегодня? На Тайване? Где-нибудь там Хоккайдо? Или где-нибудь там Шпицберген? Нет. Все на юге происходит. И Крым – это юг, и Абхазия – юг, и Осетия – юг, и, значит, Таджикистан – юг. Все на юге. Поэтому в Министерстве экономического развития должен быть заместитель по южному направлению, чтобы больше внимания уделять и увязывать. Сколько денег свободных в арабском мире? Почему они к нам не пришли? Вот что только сейчас вы заключаете соглашение. А что министерство раньше не могло это сделать? И со сколькими странами до сих пор еще нету
ратификации или заключенных соглашений по защите взаимных капиталов. Сколько было денег у Каддафи? Почему они были в Европе, а не у нас, в наших банках? Ну что, получил что-нибудь? Ливия получила или наследники Каддафи? Это же сотни миллиардов долларов. Почему у нас они находятся? Вот таким образом можно было бы защитить взаимное, так сказать, капиталовложение. Хотя бы личные деньги руководителей арабских стран, которые были без ума от России. Но опять никто не занимается в министерстве. У нас бухгалтер сидит, он выписывает ведомость на зарплату. А кто будет заниматься руководителями? Денег очень много. В Европе очень много денег свободных. И в Ливии специальное агентство по иностранным инвестициям. Я приезжаю, вам пишу письмо. Во всем структурам. Никто ничего не реагирует. Они говорят, мы вам вложим деньги, дайте, скажите, куда. Строить олимпийские объекты готовы были, там, Дубай и другие арабские государства. Иду в Олимпийский комитет, поговорил с ним, а его убрали через неделю, так сказать. Негодный руководитель был тогда, один из них, там много было. То есть это задача Министерства экономического развития, чтобы вовремя получать максимум выгоды от богатых арабских регионов. Это и Бахрейн, и Катар, и Ирак, и Ливия, там же и Иран, и та же Сирия, и Саудовская Аравия. Это все можно делать, но должны быть специалисты. Не на часы смотреть, перерыв, пошли в буфет на второй этаж, перекусим. И вечером уехал домой, так сказать. Должны быть люди с азартом, люди, которые знают этот Восток, жили там, работали, хорошие экономисты, юристы, международники. Вот такой должен быть штат Минэкономразвития. Поэтому сегодня вы могли бы больше сделать для нас. Ибо денег огромных, свободных денег. И их предлагают оттуда, нам с вами. Мы не берем, а свои выводим. Это мы сегодня скажем Дворковичу. До каких пор правительство будет поощрять вывоз капитала за рубеж. Спасибо. Есть психологический аспект к нашему правительству. Очень тихо говорят и мало. Иной раз посмотришь на состояние правительства, молчат они там как-то все. Впечатление, что они или чего-то боятся, или чего-то не знают. В этом зале мы приняли закон о земле. Тогда Черномырдин доказывал, что появится хозяин у земли. Где хозяин? Миллионы га брошены. Правительство просило принять в этом зале лесной кодекс. Приняли. Горят леса. Все, хозяин появился новый. Пальмовое масло идет 600 тысяч тонн только через южные порты. Зачем вы закупаете этот отравленный продукт? Его за рубежом для очистки сосудов на заводах применяют. А вы хотите этим пальмовым маслом желудки прочищать нашей страны. Откуда эта потребность появилась? Этого же не было раньше. ФАС хочет разрешить везде продавать, значит, алкоэнергетики. Это зачем? В одних губерниях запретили, так ваше правительство хочет разрешить. Зачем? Мы боремся, чтобы не было. По рыбе уже 25 лет мы слышим проблемы. Рыбные порты разрушены. Вы зачем их приватизировали? Там теперь лес разгружают. Куда же рыбу-то сгружать? Что вы не увидите, что рыба уходит в другие порты? Японцы вообще без документов принимают рыбу. Это же контрабанда. Вы не можете вести переговоры с Японией. Генерал погиб, пограничник. Ну, используйте армию, погранвойска используйте. Поймали рыбу, всю в русские порты. Не хотите забрать лицензии. Не хотите конфисковать рыбные траулеры. Ничего не делаете. Гуляет рыба по всему миру. А про икру вообще молчите почему-то. Хотя 10% веса той же киты, которые уже не в океане, у нас ловятся в прибрежных водах. Почему правительство молчит? Где икра-то? С ней что? То есть можно накормить страну живой рыбой. Все кормят, японцы, китайцы, корейцы. Одни мы дураки, получается. Рыбы больше всего у нас. Водных пространств больше всего у нас, а рыбы нету. Значит, кто-то виноват наверху. Ибо это одно и то же мы уже слышим, так сказать, с десятилетиями. Если вот президент КПРФ перечислял, снизилось. В чем-то прав. Но то же самое было и при советской власти. Лектор читает лекцию, его спрашивают, что мы так, все у нас плохие показатели, так сказать, в экономике. Он отвечает, понимаете, мы семимильными шагами идем к коммунизму, а скотина не поспевает в отношении уменьшения количества голов. Значит, при советской власти не хватало скота и сейчас. Сейчас-то мы куда идем?
Тогда к коммунизму, сейчас куда идем? Ведь при царе, получается, лучше всего было. Так в гражданскую войну порубили все было. 3 миллиона было лошадей. И где они? По финансам. Значит, здесь вот по рыбе все-таки, чтобы закончить, Аркадий Владимирович, я вам предлагаю схему. Мы вот Коми республику всех арестовали. Давайте арестуем всех чиновников рыбной отрасли. Всех. По всей территории страны. Там, 1000 человек или 1500, 2000. Ну, может быть, будет результат какой-то. И поручим погранвойскам караулить все траурные суда. Но у вас же в агентстве по рыбе, там же экран, я сам видел. Все суда зафиксированы. Кто сколько где ловит, какой рыбы и кому продает. Но вы меры не хотите принимать. Так экран закрыли. Стыдно же смотреть. Так сказать, за наши деньги, нашей рыбкой кормим тех, кто нам еще, так сказать, каким-то образом плюет. Ну, по финансам. Ну, можно же регулировать валютные, движение валюты. Я же не предлагаю что-то новое. И Америка это делает, и Япония. Но ограничьте вы долю валюты, которые пускают на валютный рынок для спекулятивных сделок. Понятно, выигрывают те, у кого, так сказать, низкий процент. Он на Западе. У нас высокий. Там берут кредит, здесь покупают, здесь перепродают, маржу себе, и валюта уходит за рубеж. Кого мы обогащаем? Потом вы нам даете, вот какой-то там Григорьев вывел 50 миллиардов. А что, вы раньше не знали, что этот Григорьев сделал? Поэтому очень много вопросов есть, которые можно как-то регулировать. Ну, и зарубежный капитал контролирует 30% почти нашей банковской сферы. Вы закрываете банки правильно, но страдают граждане и страдают юридические лица, где были эти счета. Поэтому Центральный банк свои функции не выполняет. Вы должны как-то влиять на него. Нужны новые министры вам, Аркадий Владимирович. От оппозиции возьмите. Чего вы не хотите ничего сказать про те губернии, где руководителями работают представители других партий? Можно сравнить сегодня показатели? Смоленской области, когда там был от другой партии губернатор, и сейчас, результаты налицо, поэтому нужно освежение состава нашего правительства. Спасибо.